Привет, ребят! В силу того, что сейчас происходит в мире, я записываю это видео на серьезную тему о коронавирусе. Во-первых, потому что много подписчиков спрашивали мое мнение на сей счет, спрашивали, что я предпринимаю ли вообще и как обстоят дела с этим здесь, в Штатах. Как вы знаете, наверняка из новостей, президент Америки объявил чрезвычайное положение в стране и предпринимаются соответствующие тому меры. Ситуация на самом деле пока такая непонятная, но в то же время пугающая. Что происходит у нас в Лос-Анджелесе в связи с пандемией? Ну, во-первых, людей на улицах все-таки стало меньше. Если говорить про какие-то кафетерии, рестораны, там шоппинг-центры, да, какие-то места, люди все-таки стараются сидеть дома, особо не высовываться. Очень много людей только в продуктовых магазинах, потому что люди начали немного паниковать и просто покупать все продукты первой необходимости. Во-первых, невозможно сейчас купить ни маски, ни дезинфекторы, салфетки, туалетную бумагу. Это просто все пропало с полок. Можно увидеть, что абсолютно пусто. Нам даже пришел имейл от магазина, что можно приобрести там только 3 единицы определенных товаров на одного человека. Мы купили побольше продуктов для того, чтобы просто не ходить часто в магазины, чтобы не бывать в местах, где большие скопления людей, ну хотя бы просто стараться бывать там реже. А также, конечно же, купили ряд продуктов, которые позволят укрепить наш иммунитет. Сейчас я вам их покажу. Мы купили вот таких 2 упаковки имбирных шотов. Это очень классная штука, она продается у нас здесь в магазине Trader Joe. Не знаю, есть ли она сейчас там, но это очень круто для укрепления вашего иммунитета. Нужно выпить вот одну вот такую штуку хотя бы раз в день, ну, можно, в принципе, 2 раза в день. Здесь в составе кокосовое молоко, имбирь, лимон и перец. Конечно, это не очень приятно пить, оно очень острое, зато это работает. Также у нас всегда под рукой вода с лимоном, с мятой, это то, что мы пьем регулярно. И, конечно же, тоже чай с лимоном. У нас все время цитрусовые есть, какие-то лимоны, апельсины, лаймы. А также у нас сломался термометр уже давно. И что вы думаете, мы попытались заказать это через Amazon, термометров просто нет. Также мы получили имейл от менеджмента нашего билдинга, который сообщил нам о том, что нам нельзя собираться в этой общественной зоне, там, где бассейн, джакузи у нас, спортзал, потому что это места, где возможно заражение. Также сказали, что будут проводиться уборка, дезинфекция нашего билдинга в несколько раз чаще, чем была. Лос-Анджелес — город, где все время происходят какие-то съемки, это эпицентр, да, шоу-бизнеса, киноиндустрии. Сейчас все продакшены абсолютно закрываются, ничего не снимают, съемки фильмов приостановлены, реклам и тому подобное. Конечно же, сейчас пустуют такие места, как спортзалы, какие-то классы различные, там, не знаю, танцы, еще чего-то. Все боятся, никто не ходит в места, где большое скопление людей. Также, что касается больших компаний, они все перевели своих сотрудников на дистанционную работу. Сейчас не проводятся никакие встречи, никакие собрания. Люди, которые работают на дому, они, пожалуй, сейчас в самой лучшей ситуации, потому что риски заражения таким образом снижаются. Отразилась ли эта ситуация на нашей с мужем работе? Ну, скажу так, да, все, что касается съемок, каких-то продакшенов, моих модельных съемок, да, это все отменилось, так как у нас сейчас есть наш семейный бизнес Wispens. Мы этим занимаемся дома. Мы думали над тем, чтобы открыть офис для Wispens и чтобы все наши работники работали в этом офисе. Мы уже подыскивали помещение, но в связи с этой ситуацией, конечно же, мы это отложим на потом. Сейчас это не лучшее время этим заниматься, поэтому все наши работники сейчас работают удаленно. Идемте в ванную, сейчас я вам тоже покажу пару полезных штук, что мы купили. Такие средства, это для полоскания рта, это очень нужные вещи дома, потому что это то, что убивает микробы, оно супер термоядерное, вы когда берете его в рот, мне кажется, дышать просто нечем, оно убивает все, и как вы знаете, у нас в ротовой полости больше всего бактерий, микробов. То, что некоторые говорят, вируса нет, это все политика. Ну, что я могу сказать? Конечно же, это ерунда. Вирус есть, от него болеет огромное количество людей, умирает большое количество людей. В мире объявлена пандемия. Это чудовищно, это ужасно, и делать вид, что ничего не происходит, это самое худшее, что можно сделать в этой ситуации. Пока это лично нас не коснется, пока у нас все окей, мы думаем, что это такое, что-то далекое, и не придаем этому важности. На самом деле, когда все это происходило в Китае, люди болели тысячами, умирали, во всем мире как это воспринимали? Ну да, где-то там в Китае, они там заразились этим вирусом, они же заболели. Никто мне не предполагал, что вирус начнет распространяться по другим странам.
странам. Сейчас мы видим, что сейчас уже большинство стран страдают от этого вируса. Недавно мы купили увлажнитель воздуха. Зачем это нужно? На самом деле даже врачи рекомендуют это покупать по той причине, что у нас внутри в носоглотке есть специальные секреты, которые выполняют защитную функцию. Они предотвращают проникновение туда различных вирусных инфекций, заболеваний, которые передаются воздушно-капельным путем. Когда воздух в квартире у нас пересыхает, когда не хватает влажности, то эта функция защитная нарушается. Когда воздух сухой, получаются различные аллергические реакции, начинают пересыхать лицо, руки. Что касается паники, конечно же, ее разводить нельзя, но тем не менее, люди должны сделать все для того, чтобы уберечь себя, свою семью и своих знакомых. То есть мы можем посмотреть, что произошло с другими странами и увидеть тот сценарий, который ожидает нас, если мы совершим те же ошибки. Например, Италия. Как у них все это происходило? Я недавно смотрела видео девочки, которая живет в Италии, в самом эпицентре того, где это все началось, где начала разрастаться инфекция. И вот она рассказывает. Все итальянцы отнеслись очень халатно к этому вопросу. Правительство объявило карантин. Никто его не придерживался. Все вели свой привычный образ жизни, ходили в рестораны, встречались с друзьями, посещали концерты. Понимаете, и пока это не дошло до какой-то критической ситуации, когда уже просто каждый человек начал сталкиваться с тем, что либо в его семье кто-то заболел, либо он сам, либо знакомые заболели, кто-то умер, пока это все не дошло до этого, люди продолжали жить своей обычной жизнью. Пока правительство не приняло меры, не сделало штрафы за несоблюдение карантина, вплоть даже до лишения свободы, люди сделали вид, что ничего не происходит. Потом же, когда начало умирать огромное количество людей, в городе у них началась паника, и не все пытались выехать. Чтобы это не происходило у нас, в наших странах, что нужно делать? Это нужно соблюдать карантин. Даже если правительство об этом не говорит, нужно просто поберечь себя. Вы должны понимать, что даже если вы покажетесь кому-то паникером, слишком осторожным, люди будут смеяться, будут не понимать, что, мол, почему вы не хотите выйти сейчас в торговый центр. Поверьте, лучше пусть будет так, и пусть, когда это все пройдет, и никто не заболеет, все будет окей, вы просто посмеетесь над этой ситуацией, чем если кто-то из вашей семьи заболеет, и не дай Господь умрет, и тогда будет совсем не до смеха и не до шуток. Приобрели очиститель воздуха. Он очень хороший, он убирает где-то 99,9% всех микрочастиц, включая какую-то пыль, перхоть от шерсти животных и все загрязнения, запахи. Особенно если у вас есть ребенок, это вообще необходимая вещь в доме, потому что качество нашего воздуха, которым мы дышим, и та еда, которую мы употребляем, водный баланс, это, скажем, основа всего, это наш иммунитет, это наше здоровье, и нужно думать в первую очередь об этом. Во всем мире все люди очень серьезно относятся к этому вопросу, и только в России почему-то люди считают, что либо вируса нет, либо это несерьезно, либо это политика, либо говорят, что они к этому абсолютно готовы, и все у них круто. Вирус абсолютно безопасен. Более того, он чувствителен к любым антисептикам и погибает практически сразу. Поэтому, конечно, он сегодня не является таким ужасом. Но на самом деле никто из стран к этому не был готов, и Россия в том числе. Недавно я посмотрела интервью Джо Рогана с вирусологом на этот счет. Я скажу так, конечно же, прогнозы неутешительные. Насколько все серьезно? Стоит ли нам бояться? Или угрозу слишком раздули? Во-первых, нужно понимать текущее положение дел. В том плане, что все только начинается. В плане боли, страданий, болезней и смертей нужно понимать, что это лишь начало. Ситуация будет развиваться дальше. И это, мне кажется, люди не совсем осознают. Относительно того, что мы наблюдали в Китае, я вместе со своими коллегами убежден, что как только падут социальные барьеры, в том плане, что больным запрещено покидать дома неделями, но затем они вернутся к работе, будут в самолетах, поездах, подземках, автобусах, в людных местах, заниматься сельским хозяйством, даже в Китае, все вновь вернется на круги своя. Не будет хватать места в больницах, не будет хватать медперсонала. Письмо пришло по электронной почте вчера от одного миланского доктора, работающего в одном из госпиталей. Он пишет: «Тревожные новости пришли от кардиолога одного из крупнейших миланских госпиталей. Они решали, кому придется умереть. Они больше не проверяют сотрудников, потому что им нужны все свободные руки, и лишь малая часть госпиталя обслуживает людей, не зараженных коронавирусом. Докторов все же проверяют. Большая часть персонала работает с коронавирусными больными, так что даже если они сами заражаются,
То есть больны, но у них нет приступов кашля или температуры, им все равно нужно работать. Некоторые говорят о том, что от обычного гриппа тоже умирает большое количество людей, мол, столько же. На самом деле от коронавируса умирает в 10-15 раз больше людей, чем от обычного гриппа. От коронавируса нет вакцины и не предвидится в ближайшее время. По нашим ранним прогнозам, понадобится порядка 48 миллионов госпитализаций при 96 миллионов случаев заражения и 480 тысяч летальных исходов. Все это возможный прогноз на период от 3 до 7 месяцев, учитывая нынешнюю ситуацию. К этому нужно относиться серьезно. Не забывайте, 2 недели назад в Соединенных Штатах не было зафиксировано ни одного случая, а сейчас мы держим руку на пульсе и наблюдаем за разрастающейся эпидемией. Цифры растут астрономически. 3 недели назад в Италии все занимались своими делами. Теперь же северные районы страны закрыты на карантин. Конкретно какие меры мы сейчас предпринимаем? Сейчас стараемся оставаться дома, не ходить ни на какие встречи, отменить все съемки какие-то и стараться не бывать в общественных местах. Все эти меры — это разумные меры предосторожности. Это не имеет ничего общего с паникой. Паника — это когда вы делаете какие-то действия, которые нелогичны, то есть из-за страха, да, делаются просто какие-то неразумные действия. Все, о чем мы сегодня с вами говорили, это правильно, это просто то, что предостережет вас в условиях нынешней ситуации. Также я вам скажу, что во всем нужно искать преимущества. Да, безусловно, карантин — это не очень приятно, но тем не менее можно найти в этом какие-то плюсы. И вот, например, я осознала, что у меня постоянно не хватало времени на то, чтобы читать достаточно, читать то, что мне нравится. Также вы можете посвятить время семье, можете заниматься, в принципе, фитнесом дома. Я понимаю, что я сейчас могу больше заниматься стретчингом, и то, что я хотела делать дома. Вирус находится в воздухе, это передается воздушно-капельным путем. Если вы просто находитесь в одном помещении с больным человеком, либо который является носителем этого вируса, вы дышите с ним одним воздухом, и все, вы уже таким образом заражаетесь. Тем более вы должны понимать всю опасность. Даже если у вас вирус, и вы его нормально перенесли, без либо каких осложнений, переболели, все окей, но вы должны понять, что за это время вы можете заразить еще десяток, а то и больше человек, из которых, например, 1, 2 просто погибнут. То есть вы должны понимать, какая это ответственность. Поэтому нужно быть более дальновидным человеком в этой ситуации, более ответственным. И думать не только про себя, и про окружающих людей. Также вы должны понимать, что в группе риска люди среднего возраста и пожилые люди, особенно курящие люди. Давайте думать, ребят, про наших родителей, про родителей наших друзей, знакомых. А меня беспокоит, как люди думают, будто это своего рода коронабуря. На 2-3 дня затем все придет в норму. Нет, это коронавирусная зима. И последующие 3 месяца, 6 месяцев пройдут в том же ключе. Пока что все развивается в точности, как мы предсказывали. Наш центр опубликовал статью 20 января. И мы утверждали, что вирус распространится по всему земному шару. А люди говорили, да нет, это всего лишь Китай. Мы опубликовали статью в первых числах февраля, где говорили, что к нам он придет в конце февраля, начале марта. Количество зараженных увеличивается в 2 раза каждые 4 дня. С 2 до 4, до 8 и до 16. И кажется, что число растет довольно медленно. Но когда скачок происходит с 500 до 1000, а затем с 2000 до 4000, мы начинаем замечать случаи заражения в Италии, мы начинаем замечать случаи в Сиэтле. То же самое произошло в Китае. И когда люди сталкиваются с этим, так называемая далекая безопасная аномалия перестает быть безопасной. Именно поэтому людей нужно ко всему этому подготовить. Конечно же, в условиях нынешней ситуации медиа будут очень много говорить об этом, много будет информации об этом, но давайте не забывать о том, что, конечно же, это всем выгодно, это выгодно новостным каким-то порталам, каналам, телевидению. Давайте все-таки оставаться разумными, давайте не сильно смещать свой фокус внимания туда, все-таки пусть он будет сохраняться конкретно на вас, на вашем здоровье, на вашем саморазвитии. Просто тратьте это время лучше, например, на какие-то новые идеи. Думайте о своем, возможно, бизнесе, возможно, вы придумаете какой-то стартап. Ребят, спасибо вам за просмотр этого видео. Я желаю вам крепкого иммунитета, здоровья, не болейте. Дай бог, все будет хорошо. А мы с вами скоро увидимся. Пока.